Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем смотреть очень интересную тему, а именно психосоматика болезней для вашего знака зодиака. Раскрывать данную тематику будем при помощи астрологии и таро. Я сейчас объясню, почему именно так. Но перед тем, как мы с вами приступим, сделаю небольшую ремарку. Все, что вы сегодня будете слышать в этом видео, это будет характерно для всех представителей вашего знака. Но наиболее точным и точечным прогноз по вашему состоянию здоровья будет только по вашей индивидуальной натальной карте, которую вы можете рассчитать у астролога. Почему все-таки рекомендую обращаться к астрологам? Потому что даже если вам озвучили время вашего рождения, не всегда оно является корректным. Поэтому имеет смысл сделать ректификацию, тогда у вас все будет по полочкам. И точно просчитаны и асцендент, и положение планеты, и прочие нюансы, которые дадут вам максимально развернутую картину, информацию не только по состоянию здоровья, но и по вам в целом. Итак, приступаем именно к здоровью. Почему смотрим с точки зрения астрологии? Потому что, в принципе, еще до 18 века изучение астрологии связывали с человеческим организмом. И это в обязательном порядке входило в программу профессиональной подготовки врача. Современная медицина, безусловно, не прибегает к помощи астрологии, но астрология нам по-прежнему дает ответы на многие вопросы, которые касаются здоровья. А таро могут раскрыть первопричины, что можно сделать, как скорректировать, то есть дать вам эту полезную информацию. Что непосредственно вы можете взять для себя из вашей натальной карты, из вашего гороскопа рождения? Мы ориентируемся в просмотре на состояние здоровья не только на солнечный знак, на это влияют и другие факторы гороскопа. А именно, это может быть еще знак, который является оппонентом, то есть либо находится в оппозиции к вашему солнечному, чтобы вам было понятно. То есть для вас это будет знак зодиака рыбы и болезни, которые будут свойственны частично еще знаку зодиака рыбы. Также это асцендент, это ваш восходящий знак, а он во многом определяет вашу внешность, общее физическое состояние, ну и, конечно же, влияет на здоровье. Это стеллиум, то есть группа из 3 и большего количества планет, которые могут быть скоплены, собраны в каком-либо конкретном из ваших домов в натальной карте. В целом мы анализируем астрологические дома, в частности ось 2-8 домов, чтобы вам было понятно, и 6-12. Я потом объясню почему. Ну, конечно же, астролог смотрит на планеты, которые, скажем так, аспектированы и могут давать характеристику течения заболеваний или хронических заболеваний, то, что вам, скажем так, прописано по рождению. Почему непосредственно анализируем 2-8 дома и 6-12, то есть именно непосредственно эти две оси? Потому что второй дом, он у нас связан с нашей энергетикой, с энергонарушениями, и по сути это тот ресурс, на который мы можем влиять сами. А именно, то есть если мы ведем какой-то неправильный образ жизни, не высыпаемся, переедаем или там зависимость от алкоголя, табакокурения. То есть это те факторы, на которые мы можем повлиять. То есть сами разрушаем состояние здоровья. Да, безусловно, по второму дому могут проходить ситуации, как энергопробои, если мы будем брать во внимание, допустим, деструктивные программы. Но вообще вот эта ось 2 и 8 домов, это является ось, как ее очень часто называют, кризисных ситуаций. Почему? Потому что сам 8 дом отвечает за смертельные заболевания, за клинические смерти, за тяжелые операции. Но ситуация в целом несколько шире, потому что 8 дом, он может показывать просто резкие внезапные обострения, и они не обязательно будут смертельного порядка. И еще по 8 дому у нас непосредственно проходят наследственные заболевания. То есть то, что нам пришло от родителей, и то, что пусть не всегда мы можем контролировать, но, допустим, опираясь на рекомендации врачей, ввести те либо иные заболевания в состоянии ремиссии, ну, если это возможно. Что такое 6 дом? Если 2 и 8 дома – это, по сути, первопричины, почему так происходит, да, то 6 дом – это выражение болезни, то есть манифестация, то есть она уже ярко выражена, то есть мы видим, с чем мы имеем дело. А 12 дом у нас непосредственно отвечает за вопросы кармы, потому что
дом завершения жизненного цикла. Это, конечно же, дом, который может отвечать за пребывание в больнице, хронические заболевания. По нему в целом могут проходить скрытые заболевания, которые изначально нам не видны, но потом впоследствии могут проявиться. Ну и, конечно же, здесь этот дом показывает нашу наработанную карму из прошлых воплощений, которая будет выражена в текущем воплощении. Например, очень часто, когда люди, скажем так, рождаются инвалидами, многие считают, что это выражено по первому дому. Да, действительно, физические недостатки тела у нас идут по первому дому, я согласна, особенно там шрамы, рубцы или какие-то увечья нашей физической оболочки. Но 12-й дом – это в целом как бы вопросы инвалидности. Поэтому, когда часто спрашивают, что вот как так, родился маленький ребенок, он ничем там не виноват, как он заслужил там такие заболевания, то здесь он может отрабатывать как свою наработанную карму, так и текущую карму родителей, которые они должны отработать в этом воплощении. Я понимаю, что для многих это звучит бредово, или, как многие пишут в комментариях, все это чушь. Как говорится, вам виднее, это в любом случае пища для ума и размышлений, то есть взять себе на заметку, как вы будете работать с этой информацией, вы, безусловно, решаете сами. Итак, мои хорошие, поговорим непосредственно теперь точечно о вас. Ваш знак зодиака отвечает за 6-й дом. 6-й дом – это, в принципе, дом карьеры, дом здоровья. То есть у вас на самом деле с самого рождения тема здоровья – это тема номер 1. Почему? Потому что 6-й знак зодиака, он воздействует на людей через кишечник. Вот не зря я здесь вам, скажем так, отобразила схематически, насколько это было возможно. Вот посмотрите. Вот это то, за что отвечает ваш знак зодиака. Ну и, конечно же, это частично зона желудка. Это женская репродуктивная система, это частично, но не всегда нервная система, потому что в целом, если мы будем смотреть, рожденные под этим созвездием отличаются хорошим здоровьем. Но как вы думаете, почему отвечает ваш знак за здоровье, находится в 6-м доме? Потому что парадоксально, но факт, я думаю, вам скажет любой врач, если у вас проблемы с кишечником, вы будете болеть всегда, потому что кишечник – это наша защита. Микрофлора, которая дает нам иммунитет, которая, в принципе, повышает уровень сопротивления нашего организма, позволяет нам быстрее восстанавливаться либо исцеляться, то есть дает нам ресурс. То есть, по сути, вы владеете, назову так, фактически самым важным органом, да, отвечаете за самый важный орган, и здесь вам необходимо за ним тщательно следить. В целом вы, знаете, как слишком склонны к излишнему анализу почти всего, и это вас погружает в пучину нескончаемой работы для того, чтобы добиться лучших результатов. Здесь у вас говорит ваш перфекционизм, ваш педантизм. И вот эта вот чувствительность, что где-то что-то недоработано, сделано не так или сделано не идеально, она выражается в вашей чувствительности, восприимчивости, и это легко может спровоцировать проблемы со здоровьем. Даже если причиной переживания стали просто, скажем так, ваши мысли по принципу, как сдать отчет, или как пойдет бизнес, или как там завершить проект, потому что именно ваше стремление к идеальности настолько на вас сильно влияет, что вы нередко можете страдать от колитов, повышенного газообразования, язв, расстройств пищеварения. Только если, допустим, у раков это все-таки в большей степени желудок, желудочно-кишечный тракт, у вас все-таки это касается именно кишечника в целом. Поэтому, когда у вас идут такие, скажем так, переживания, это автоматически влияет на вас психоэмоционально и будет рушить ваши планы. То есть ваше здоровье будет вылетать. В особенности, если у вас начинается злоупотребление алкоголем и пищевые нарушения. Как и любому, в принципе, знаку зодиака, конечно же, вам также рекомендовано заниматься физическими упражнениями, а именно у вас ходьба, потому что именно выверенное дыхание, ритмичное, то есть без каких-то сбитых циклов, оно позволяет вам восстанавливать энергетический баланс в вашем организме.
Поскольку у нас сама по себе дева, она очень любит ухаживать за своим телом, да, поэтому если вы будете заботиться о своем здоровье, соблюдать правила гигиены, то вы можете пережить всех более крепких сверстников, поскольку вы имеете двух управителей, это Прозерпина и Меркурий. И вот Прозерпина, она отвечает за иммунную систему, а Меркурий связан с деятельностью левого полушария мозга. И вот самым слабым местом вашим является кишечник, потому что именно почти все ваши недуги начинаются с проблем с пищеварением. Зачастую для вас характерны вялая перистальтика кишечника, которая ослабляет весь организм, нарушение работы печени, ну и, конечно же, это все у вас связано напрямую с нервной системой. Какие к вам конкретно начинают цепляться болезни, могут показать аспекты вашего знака. То есть это мы, когда вы уже будете анализировать точечно свою натальную карту. Но основное, от чего вы страдаете, это от нервных истощений, от перенапряжения, потому что вы самый трудолюбивый знак зодиака. То есть тянете за всех упряжку. Поскольку вы заточены на интеллектуальность, на длительное, знаете, как бы трудоспособность, трудоголизм – это ваше все. Поэтому вот это вот напряжение мозга приведет к сильной ментальной усталости и неврозу. Вам крайне важно понимать, что ваше состояние здоровья напрямую связано с вашей деятельностью. Поэтому если у вас работа, я понимаю, что у многих деятельность занимает много времени и сил, но если вы чувствуете какое-то малейшее отражение к вашей деятельности, то есть не знаю, идете на работу как на каторгу, там болит голова, рвотные позывы. Поймите, я понимаю, что многие работают вынужденно там ради денег, да, потому что не могут найти какую-то там работу, которая им подходит. Сложно, но все равно, знаете, как ищите то, что будет вам более близким и создаст вам комфортные условия деятельности. Вообще, ваш знак зодиака контролирует толстый и тонкий кишечник. И, соответственно, все, что с этим связано. Болезни кишечника, воспаление в кишечнике, аппендицит. Вообще, если смотреть по китайской системе меридиан толстого кишечника и тонкий кишечник, они разделены, да, но при этом все равно, прошу прощения, но запоры это тоже будет ваша тема. Это, помимо всего прочего, нарушение микрофлоры. И у вас, конечно, это все вы должны перепроверить у врача, но пробиотики и пребиотики – это ваш must-have, и вы должны, либо принимать продукты какие-то на ежедневной основе в пищу, либо, возможно, по рекомендации врача принимать БАДы, но иммунку контролировать – это ваше все. То есть кишечник у вас должен быть идеально здоров. Что еще, если будем рассматривать? Это еще нижняя часть живота. То есть здесь частично мы затрагиваем, не всегда, но тем не менее, почки. По почкам это просто отложение песка, образование камней, но ничего такого критичного, не так, как у знака зодиака весы. Но и, безусловно, вас еще могут донимать такие вещи, как дизентерия, колики, ротовирусные инфекции также вам присущи, поэтому здесь нужно с этим быть осторожными. Опять же, заворот кишок, вопросы мочекаменной болезни, в частности, это еще акцент на желчный пузырь. Вам, как и ракам, следует отказаться от вредных привычек и привести ваш рацион в порядок. То есть необходимо проконсультироваться со специалистом, то есть что вам подходит, какой перечень продуктов, какой нет, выявить ваши индивидуальные непереносимости, и, допустим, провести ряд анализов, которые покажут, что действительно не хватает вашему организму, каких микро- и макроэлементов. И еще можно сказать основные такие моменты. Вам нельзя затягивать проблемы, то есть если где-то тянет, колет, и вы это переносите на ногах, потому что у многих представителей знака зодиака Дев это могут быть внезапные, как резко прогрессирующие аппендициты. Поэтому здесь очень важно на это обращать внимание, не затягивать. И опять же, девы в принципе склонны к воспалениям брюшины, к вопросам перитонита, потому что, это ваш бич, если смотреть по астрологии, по знакам зодиака. Поскольку вы у нас материальный знак, и вы весь свой мир приводите в порядок,
потому что вы трудоголики. Вам нужно также еще соблюдать баланс работы и отдыха, потому что когда вы слишком переутомляетесь, вообще вот постоянно нервное перенапряжение, опять же, это будет сказываться на вашем кишечнике и на вашей иммунке, потому что связь труда и здоровья – это у вас одна прямая линия. Но не зря у вас 6-й дом, еще раз, 6-й дом отвечает у нас за карьеру и здоровье. Поэтому, чтобы вы были здоровы, крайне важно найти себя, свое дело и работать там, где вам комфортно, потому что любые какие-то, не то чтобы неприятности на работе, поверьте, они есть у всех, но когда работа у вас вызывает отторжение, вот поверьте, будете болеть очень часто. Здесь у вас это, знаете, как взаимосвязь напрямую, потому что вы отвечаете за эти дома. Вообще у вас самая сильная планета Меркурий, которая отвечает за ваш ум, а самая слабая Нептун. Почему? Потому что он вам дает необоснованные страхи. И вы знаете, постоянно себя тоже накручиваете, как бы чего ни произошло. Отсюда вы можете становиться беспокойными и будет возникать бессонница и депрессия. Поэтому состояние покоя, состояние ума вам также нужно постоянно контролировать. Вот, кстати, для дев, как это ни странно, компенсаторным действием это развитие веры. И я сейчас не про религию, а знаете, как верить в чудо, настраиваться на позитив, потому что, вы крайне рациональны в жизни. Вот такой рационалист, а вам в этом вопросе равных нет. То есть вы не пессимисты, не оптимисты, вот вы все видите правду матку, так как оно происходит. Но, понимаете, вот вам нужно взять за основу фразу в своей жизни «Пути Господни неисповедимы». Всегда надеяться на чудо, на благоприятный исход, делать себе такие ментальные установки. Кто-то верит в то, что работают эти ментальные установки, кто-то нет, но если вы это будете практиковать довольно часто, вы будете смотреть, как меняются вибрации в вашей жизни. Плюс, помимо всего прочего, если вы заболеваете, то, к сожалению, как все земные знаки, вы болеете медленно и нелегко. То есть восстановление происходит, сложно. Поэтому вам нужно сделать в первую очередь основной такой момент. Это какие-то дыхательные упражнения, которые могут стабилизировать ваше психоэмоциональное самочувствие и насыщать вас кислородом. Контролировать все, что связано, как мы говорили, с кишечником. Ну и, конечно же, для вас must-have это все, что касается вопросов гигиены. Сейчас объясню, почему. Я не говорю, что вы там за собой не следите. Нет, ни в коем случае. Вам, как другим знакам, нужно как можно больше контакта с водой, хотя вы и не водный знак. Почему? Потому что именно вода в вашем случае, она будет снимать перенапряжение, негативные реакции, негативные эмоции. То есть, иными словами, если вы устали, был тяжелый день, или просто в течение дня, знаете, поговорили с каким-то нехорошим человеком. То есть ваша задача, знаете, как чаще проводить омовение, то есть идти в душ или, может быть, там купаться в море, в реке, потому что именно вода с вас будет снимать всю эту негативную энергетику и создавать для вас на самом деле восстановление энергии. Это очень важно. Можете проверить на практике, проанализировать, что, если вы там пообщались с деструктивным каким-то токсичным человеком, после общения с ним, как только у вас появляется возможность, примите душ, можете даже с солью, и вы почувствуете, насколько легче вам станет. Помимо всего прочего, с течением времени вы становитесь менее болезненными, чем в детстве и в подростковом возрасте. Почему? Потому что вы привыкаете следить за собственным здоровьем, и, конечно же, становитесь более эмоционально устойчивыми. Еще такой момент, поскольку кишечник ваше все, вроде бы мелочь, но вам крайне важно следить за качеством пищи, особенно если это касается поездок и так далее. То есть там все овощи, фрукты вымыты. Не есть каких-то, знаете, как сомнительных забегаловках. Даже если вы в поездке где-то хотите перекусить, не знаю, берите как-то по возможности с собой перекусы. Потому что даже сама по себе санация там, посуды и всего остального для вас это must have. То есть вы легко цепляетесь, как любую бактерию, любое заболевание. Вам это крайне-крайне важно. Еще такой небольшой акцент хотела вам, скажем так, озвучить. Это тот факт, что вам крайне важно делать, знаете, как
анализ и синтез ваших действий. Сейчас объясню. Если вы делаете какие-либо проекты, и вы видите, что не идет, стопоры, вы пробуете раз, два, три, отпускайте ситуацию. Основная проблема дев заключается в том, что вы не можете что-либо в своей жизни отпустить, потому что много потратили на это времени и сил. И вот это для вас является лишней головной болью, невозможность отпускать и перестраиваться моментально на новые задачи. Поэтому последняя такая ремарка. Это соблюдайте режим труда и отдыха, серьезно относитесь к диете. Ну и, конечно же, если отдыхаете, то тоже с чувством, с толком, с расстановкой. Но мы сейчас с вами проанализируем 2, 8, 6, 12 дома, чтобы посмотреть, какие рекомендации вам дадут Таро. Для того, чтобы вы, знаете, как улучшили качество своей жизни и своего здоровья. И, знаете, как продлили годы жизни. Так, карта выходит сама, вышел паж монет на 2 дом. Паж монет — это, как я говорю, новый опыт, новый подход. В чем он заключается? Здесь в первую очередь это заключается в том, что не бойтесь пробовать какие-то новые начинания. Это, знаете, как карта вечного студента. Поэтому 2 дом, поскольку отвечает за то, что мы, за наше влияние на здоровье, то паж монет, то есть по рекомендации, допустим, врача, не бойтесь, пробуйте там новые диеты. Или, может быть, новый протокол там по пробиотикам или каким-то минеральным добавкам. Пробуйте новые виды спорта, потому что паж монет — это нарабатывать новый опыт, который положительно влияет на вас, на ваше состояние здоровья. Видите? И король монет — это то, что вас будет стабилизировать. Помимо всего прочего, если мы посмотрим, это, как ни странно, но вкладывать в себя ресурс. Я не говорю, что там девы прижимисты, хотя может быть такой момент, и вам иногда бывает жалко потратить именно на себя. Я не говорю, что вам жалко потратить на ваших близких. Но если ваше здоровье требует финансовых вложений, то здесь скупиться не стоит. Это касается больше, знаете, каких моментов? Если вы выбрали ряд специалистов, вы сомневаетесь, к кому пойти, и выбираете там, где может быть как соотношение цена-качество нормальное, то вам хотелось бы у врача подороже, но вы думаете, зачем я буду тратить лишние суммы. Если вы понимаете, что этот специалист и его деятельность будет для вас эффективной, не жмотьтесь на себя, потратьте, потому что это будет оправдано. Чтобы, знаете, здесь не было позиции «скупой платит дважды», потому что ваше желание сэкономить и, может быть, на что-то отложить или потратить на близких всегда оборачивается для вас в минус. Если мы будем смотреть и анализировать с вами 8 дом, что по 8 дому? 8 дом у нас ложится карта колесница. Это говорит о том, что в первую очередь у вас может сложно проходить адаптация в новых часовых поясах, то есть когда вы куда-то переезжаете, то есть сложно, знаете, как восстановиться и так далее. Плюс следите, пожалуйста, за вопросами, профессиональной безопасности, если вы занимаетесь профессионально спортом. Почему? Потому что колесница — это у нас все, в принципе, вопросы опорно-двигательного аппарата. И здесь малейший недочет и какой-то знаете, как слишком рискованный спорт может вылиться для вас травмами. Плюс сама по себе колесница — это все-таки как рекомендация, поскольку это 8 дом, а здесь у вас падает карта скорости, не лихачить на дорогах. У вас это должна быть спокойная стандартная езда, без каких-либо там давления на тапок, знаете, тапку в пол. Нет, это не ваше, потому что здесь вы сами для себя создаете дополнительный риск. Если мы будем смотреть и анализировать 6 дом, что здесь по факту? 6 дом у вас ложится королева мечей. Королева мечей она у нас всегда отвечает за своевременное обследование, потому что карта аналитики, карта диагностики. То есть здесь, если что-то колет, тянет, болит, это не затягивать до последнего, это своевременно идти к врачу. В особенности я открываю, вот здесь у нас ложится туз чаш, то, что касается вопросов пищеварения и микрофлоры. Почему микрофлора? Потому что туз чаш, он здесь наполнен. И как следствие это говорит о том, что у вас должны быть все там микроорганизмы, которые способствуют укреплению вашего иммунитета. Плюс туз чаш — это эмоциональная составляющая, чтобы вы, насколько это возможно, находились в радости, в состоянии такого, знаете, внутреннего счастья. Это очень важно. Почему? Потому что от этого будут страдать у вас другие системы вашего организма. Если мы с вами посмотрим и проанализируем 12 дом, о чем здесь идет речь?
По 12 дому десятка мечей. Ох, а вот здесь это сама по себе ситуация, когда вы можете себя довести до летального исхода, элементарно боясь хирургических вмешательств. Это то, о чем я вам говорила. Когда, допустим, вы четко понимаете, что колет, тянет аппендицит, вы, ой, из серии оно само пройдет или рассосется. Я понимаю, что это может быть свойственно как мужчинам и женщинам, но тем не менее. Вот здесь не нужно бояться этих вмешательств, потому что вы действительно можете довести ситуацию, ну, что мне вам говорить? Десятка мечей – это когда все, у вас прибило. Это вопросы летального исхода. Или это ситуация, когда вам там, извините, потом кишки моют. Ну, вот здесь с этим затягивать нельзя. То есть любое где-то там колет, режет. Я не говорю, что вы должны себя накручивать и быть параноиком в плане состояния здоровья. Но если вы видите, что, как говорится, скрутило, то не нужно вам ждать, что оно пройдет самостоятельным образом. Плюс, помимо всего прочего, давайте посмотрим, как с точки зрения кармы вам прорабатывать эту ситуацию. По 12 дому, что же здесь? Двойка чаш, семерка монет и карта влюбленной. Вообще, как ни странно, но большая часть ваших болезней в вашей жизни происходит от, как это сказать, нестабильности в личных отношениях. Потому что двойка чаш, семерка монет и аркан влюбленный – это когда вы можете не ощущать поддержки или признания со стороны второй половины. Или если вы на текущий момент свободны, что вам сложно найти вторую половину, человека, который бы вас понимал, поддерживал, находился с вами в резонансе. Из-за этого вот это вот перенапряжение и ситуация, когда вы по этому поводу, ну не могу сказать, что паритесь, но можете зацикливаться, опять же негативно сказываться на вашем состоянии здоровья. В качестве компенсаторики что нужно делать? По пажу чаш научитесь любовь дарить вашему окружению. Что-то такое. То есть это основной момент, это принцип компенсаторики, восполнения чего-либо в жизни. Если вдруг вы длительный период не можете найти вторую половину, там не клеится личная жизнь, вам нужно в жизни начать отдавать любовь, и отношения у вас появятся. Каким образом отдавать любовь? То есть это внимание, допустим, детям в детдоме. Это любовь, там, вы пошли в приют, там, не знаю, что-то пожертвовали животным или ухаживали за животными. Опять же, это дома престарелых, там, где люди одиноки и нуждаются в любви. Вот чем больше вы будете отдавать этого чувства, тем быстрее оно войдет в вашу жизнь. Поэтому, девы, вам счастья, вам долгих лет жизни. Вам, знаете, как крепкого здоровья. И самое главное, не совершайте глупости, которые могли бы ваше состояние здоровья подорвать. Я искренне верю в то, что эта информация вам будет во благо. И она позволит пересмотреть в чем-то какую-то жизненную концепцию и поменяет вашу жизнь к лучшему. Я вас благодарю за просмотр, за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.